Глава 526. Допрос. Услышав Ханли, все трое невольно переглянулись между собой. Почему этот дьявол задавал им такой вопрос? Неужели он просто хотел поиздеваться над ними, прежде чем убить их? Свирепый человек проговорил с открытой неприязнью: «Если господин Даос хочет забрать наши жизни, тогда сделай это поскорее». Какая польза в пустой болтовне? Разве я спросил что-то не то? Выражение Ханли внезапно стало угрюмым и холодным. Увидев, что, возможно, есть шанс на выживание, культиватор по имени Мин проговорил умоляющим тоном: «Мы не знали, что старший здесь охотился на демонического зверя. В противном случае мы бы не посмели мешать старшему дьяволу насекомых. Мы ненадолго задержались здесь, но у нас совершенно не было враждебных намерений. Надеюсь, старший нас пощадит». На его лице появился румянец надежды. Ханли нахмурился, он был в растерянности. «Как ты меня назвал?» «Дьявол насекомых». Когда худощавый старик услышал это, он смутился и пробормотал: «Ты не старший дьявол насекомых, кажется, вы что-то неправильно поняли». Ханли усмехнулся. Немного поколебавшись, он взмахнул рукой, и 3 лазурных огня полетели к их шеям. С низким гулом их ошейники рассеялись, снова превратившись в рой жуков. Затем жуки снова вернулись в сумки для хранения на поясе Ханли. Все трое обрадовались этому. Хотя они были в замешательстве, они чувствовали себя несколько убежденными, что ошиблись в нем. Не было бы никакого смысла в том, что дьявол насекомых сделал что-то столь непостижимое, учитывая его известную репутацию. Но увидев удивительные способности Ханли, они не осмелились предпринимать каких-либо действий и почтительно обратились к нему. Старик улыбнулся и сказал: «Хе-хе. Кажется, мы ошибались. С какой стати дьявол насекомых стал бы так легко отпускать нас? Могу ли я узнать ваше имя, уважаемый господин Даоса?» Хотя старик понял, что юноша перед ним и не был дьяволом насекомых, его способности были очень похожими, так что он не осмеливался неуважительно относиться к нему. Когда Ханли услышал это, он хотел было что-то сказать, но вскоре просто поднял голову в небо. Ханли неторопливо говорил, глядя на небо: «Кажется, ваши компаньоны только что прибыли». Старик остановился на мгновение, а затем повернул голову в определенном направлении. Но поскольку он ничего не заметил, на его лице появилось замешательство. Старик честно ответил: «Мы взяли с собой нескольких наших учеников, так что они вот-вот прибудут». Когда он договорил это, на горизонте появилась цепочка огней. Это были культиваторы заложения основ, которых они оставили. На своих магических инструментах им, естественно, понадобилось много времени, чтобы догнать 3 культиваторов формирования ядра. Когда старик увидел это, его выражение изменилось. Это показало, что у юноши было очень мощное духовное чутье, которое во много раз превосходило его собственное. Его страх перед Ханли неосознанно возрос. Ханли взглянул на 3 культиваторам формирования ядра, слегка прищурившись: «Давайте поговорим без лишних ушей. Я буду ждать вас 3 на другом конце острова. У меня еще есть к вам несколько вопросов. Надеюсь, что вы не уйдете, не попрощавшись». Сказав это, он улыбнулся им и полетел в дальний конец острова под ними. Все трое вздохнули с облегчением. Хотя они и не знали, действительно ли юноша был дьяволом насекомых, казалось, в настоящее время он не собирался убивать их. На данный момент их жизнь была вне опасности. Старик торжественно произнес несколько слов, а культиватор Мин кивнул головой и поднялся на небо. После того, как группа учеников прибыла, он холодно произнес несколько слов, и культиваторы медленно опустились к острову. В этот момент культиватор Мин с беспокойством вернулся к старику. После того, как культиватор Мин прибыл, свирепый мужчина нерешительно спросил в передаче голоса: «Брат Су, мы должны идти». Старик изменился в лице и торжественно предупредил: «Даос Сюань, ты сам был свидетелем его силы. Ты действительно думаешь, что мы сможем сбежать? Лучше нам его не провоцировать, а относиться с таким же уважением, как к культиватору зарождающейся души. С его способностями убить нас для него все равно, что прихлопнуть комара». Брат Мин кивнул головой и сказал: «Брат Су дело говорит. Он не похож на кровожадного и свирепого человека. Будет лучше не совершать никаких опрометчивых поступков». Хотя свирепый человек и не был согласен с этим изначально, он передумал, услышав их. Вскоре после этого все трое послушно направились к дальней стороне острова. Ханли сидел, скрестив ноги на плоском корале, спокойно ожидая их. Завидев их, он подозвал их со спокойным выражением на лице и сказал: «Господа даосы, не хотите ли присесть и поболтать? Расскажите мне о том, что произошло вблизи острова невероятных глубин. Я только что вернулся из дальних морей, и за последние дни я столкнулся с несколькими группами культиваторов. Помнится, ранее культиваторы редко бывали в этих морях. Почему культиваторы не охотятся на демонических зверей в глубинных морях?
Естественно, мне также хотелось бы получить подробное объяснение по поводу этого дьявола насекомых. Лица всех троих становились все более и более беспокойными, глядя на спокойный вид Ханли. Они почтительно согласились и осторожно сели рядом. Старик горько улыбнулся и сказал: «Прошло 2 года с тех пор, как мы были на острове невероятных глубин. В то время невероятные глубины уже стали ограниченной территорией. В глубине больше нельзя охотиться на демонических зверей». Всякий раз, обсуждая это, лица у всех бледнеют. Не изменившись в лице, Ханли мягко проговорил, что «Расскажите, пожалуйста, поподробнее». Старик расслабился, увидев, что Ханли хотел выслушать их. Затем, подумав, он честно обо все рассказал. Это долгая история. 2 года назад яростно появились демонические звери. Ханли спокойно выслушал рассказ старика до конца. Затем он бессознательно нахмурился и пробормотал про себя: «Согласно тому, что вы сказали, восстание демонических зверей в глубинах погубило небольшое количество культиваторов высокого ранга. Даже культиваторы зарождающейся души не могут противостоять им». Неудивительно, что в других регионах моря так много культиваторов, хотя лицо Ханли не показывало никаких эмоций, слова старика действительно потрясли его. Демонские звери из глубин рассвирепели. Даже культиваторы зарождающейся души не могут противостоять им. Все это свидетельствовало о надвигающейся катастрофе. Неужели Великая война вот-вот начнется во внешних звездных морях? Ханли остановился на мгновение и спросил заинтересованным тоном: «Итак, а что за дьявол насекомых? Когда вы увидели меня, вы решили, что он — это я. Неужели этот человек очень похож на меня?» Когда трое услышали это, они невольно переглянулись между собой. Старик сухо кашлянул и ответил: «Ну что я могу сказать? На первый взгляд вы очень похожи на дьявола насекомых, о котором ходят слухи. Он использует лазурные летающие мечи, молодо выглядит и является культиватором ранней стадии формирования ядра. Кроме того, он также может контролировать летающих насекомых». Но, продолжая говорить, его голос бессознательно стал мягким. Потому что, независимо от того, как он это увидел, этот юноша полностью соответствовал деталям слухов о дьяволе насекомых. Несмотря на то, что у Ханли были удивленные глаза, он спокойно сказал, что «Но это же описание меня. Вы должны быть более конкретным. Что сделал этот дьявол насекомых? Кажется, у него ужасающая репутация». Культиватор Мин ответил: «О нем ходят много слухов, но самый известный из них о том, что он использовал рой насекомых, чтобы убить 8 культиваторов формирования ядра 4 года назад. Именно тогда он стал знаменитым». Хотя лицо Ханли не изменилось, его сердце дрогнуло. После этой битвы дьявол насекомых исчез бесследно. Через год после этого, около острова невероятных глубин, культиваторы начали охоту. По словам выживших, все это сделал дьявол насекомых. Он контролировал насекомых, заставляя их пожирать своих жертв. Так происходило каждый месяц. По слухам, от его рук погибло не менее сотни культиваторов. Таким образом, дьявол насекомых и получил такую ужасающую репутацию. Сказав это, культиватор Мин сильно занервничал и изменился в лице. Глава 527. Настоящий дьявол насекомых. Не только культиватор по имени Мин, но и худощавый старик и человек со свирепым лицом замерли в ожидании реакции юноши. Они были совершенно не уверены в том, был ли этот юноша дьяволом насекомых. Интересно, кажется, что этот дьявол насекомых довольно известен. Вы знаете, как он выглядит или каких насекомых использует? Ханли не то что не рассердился, а улыбнулся вместо этого. Культиватор Мин пробормотал: «Как он выглядит? Я никогда не слышал об этом раньше. Похоже, что у него совершенно обычная внешность. Что касается насекомых, которых он контролирует, они двуцветные, золотисто-серебристые». Сказав это, культиватор по имени Мин невольно воскликнул: «Эй, вы точно не дьявол насекомых? Ваши жуки трехцветные». Двое других внезапно вспомнили об этом и почувствовали, что их настроение улучшилось. Если бы этот человек действительно не был дьяволом насекомых, тогда у них было гораздо больше шансов на выживание. Ханли поднял голову в небо, словно глубоко задумавшись. Спустя мгновение он опустил голову и сказал: «Большое спасибо вам за то, что сказали мне правду. Поскольку у меня еще есть дела, я не могу оставаться здесь дальше. Надеюсь, что то, что произошло сегодня, останется между нами. Я не хочу, чтобы кто-то ошибочно принимал меня за дьявола насекомых. Надеюсь, вы понимаете». Все трое были в восторге от его слов. Старик, подавляя волнение в своем сердце, пробормотал: «Конечно, конечно. Мы определенно будем держать рот на замке и не доставим вам никаких проблем. Ну тогда и на пора».
Хань Ли кивнул им с легкой улыбкой, все трое тут же поклонились ему, не скрывая радость. Затем они поспешно встали и улетели. Спустя мгновение на другой стороне острова все трое приказали своим ученикам покинуть этот остров как можно скорее. Какое-то время Хань Ли встал и молча наблюдал, как они улетают. После того, как они исчезли, лицо Хань Ли внезапно стало угрюмым. Хотя уничтожить всю группу этих культиваторов было бы для него легкой задачей, Хань Ли не интересовался этим. В конце концов, он не был кровожадным. Кроме того, не было бы большой разницы, узнает ли кто о его местонахождении. Это место было очень далеко от его пещерной резиденции. Если бы он встретил кого-нибудь у своего туманного острова, он бы определенно не стал отпускать их. Кроме того, он уже планировал поспешно вернуться в свою пещерную резиденцию и войти в уединение лет на 30. Он не хотел терять время во внешних звездных морях, пока были люди, которые его преследовали, однако, похоже, они дали ему довольно гнусное имя – дьявола насекомых. Однажды он оказался в беспомощном положении и был вынужден использовать своих золотых прожорливых жуков, чтобы убить культиваторов секты нефритового облака, но никогда не было случаев, когда он убивал других, чтобы захватить их сокровища. Кто-то явно наговаривал на него. Хотя это не заставило Хань Ли кипеть от гнева, это очень сильно огорчило его. Немного подумав, он пришел к выводу, что, вероятно, это сделал его единственный враг в области внешних звездных морей – секта нефритового облака. В то время, когда Хань Ли боялся высокоранговых демонических зверей и должен был слишком далеко уходить во внешнее звездное море, он использовал радужную траву, чтобы заманивать демонических зверей в ловушку и убивать их, забирая ядра. Именно тогда он наткнулся на 9 культиваторов формирования ядра. Они высокомерно провозгласили себя сектой нефритового облака и хотели убить его, чтобы забрать его сокровище. Таким образом, Хань Ли ничего не оставалось, чтобы использовать своих золотых прожорливых жуков, чтобы убить их и защитить себя. Хотя он, естественно, считал, что лучше всего было убить их всех, но он не ожидал, что у одного из культиваторов окажется древнее защитное сокровище с невероятной силой. В результате ему одному удалось сбежать от золотых прожорливых жуков. Поскольку Хань Ли знал, что секта нефритового облака была одной из великих держав острова невероятных глубин, ему ничего не оставалось, кроме как отправиться еще глубже в море, чтобы избежать любых могущественных врагов, которые его искали. Можно сказать, что Хань Ли очень повезло. В течение нескольких лет, которые он провел в дальних морях, он не повстречал ни одного демонического зверя 8-го ранга и выше. Его самая опасная встреча была, когда он сразу привлек нескольких демонических зверей 7-го ранга. Хотя эта ситуация обескуражила его, ему пришлось одновременно использовать как своих жуков, так и магические сокровища, в результате ему удалось выйти из этой ситуации без проблем. В течение последних лет, проведенных на охоте, Хань Ли приобрел несколько сотен ядер демонических зверей 6-го и 7-го ранга. Этого было более чем достаточно для его рецептов лекарственных таблеток. Кроме того, он также собрал большую коллекцию материалов из демонических зверей. Таким образом, он был доволен окончанием своей экспедиции и возвращением в свою пещерную резиденцию. Однако, как только он вернулся из глубоких морей, он случайно наткнулся на стеклянного зверя. Естественно, что Хань Ли не собирался упускать его у себя из-под носа. Он тут же поставил ловушку и заманил зверя туда. Однако он не ожидал, что это привлечет худощавого старика и 2 его спутников. Они даже назвали его дьяволом насекомых. Вот почему настроение Хань Ли ухудшилось. Скорее всего, секта нефритового облака подстрекала слухи о дьяволе насекомых, потому что не смогла найти его, используя его сходство и способности контроля над насекомыми и его бамбуковые облачные мечи. Было ясно, что они намеревались уничтожить его репутацию и отказать ему в любом месте в области внешних звездных морях, заставляя его проявить себя. Они даже послали людей, чтобы выдать себя за него, убивая их и забирая их сокровища, сумев убить 2 зайцев одним выстрелом, однако это было не все, о чем Хань Ли мог думать. Нетрудно было найти культиватора высокого ранга, который умел контролировать насекомых. Но вот найти жуков, которые бы напоминали его золотых прожорливых жуков, было намного сложнее. Но если все это было дело рук секты нефритового облака, почему имитаторы использовали золотисто-серебряных насекомых? Он использовал своих мутировавших жуков с черными пятнами на спине для убийства культиваторов секты нефритового облака. Единственный культиватор, который ускользнул, определенно не допустил бы такой ошибки. Однако изменение цвета его золотых прожорливых жуков произошло только после того, как он прибыл в область внешних звездных морей. Неужели? Старые эксцентрики из небесного зала выследили его здесь. Когда Хань Ли подумал об этом, его сердце задрожало, а лицо бессознательно побледнело. В этом случае ситуация была далеко не хорошей.
Остановившись на мгновение, еще более спокойно пробормотав про себя, Хань Ли внезапно топнул ногой и выстрелил в небо. Вскоре после этого он пронесся по небу лазурной вспышкой света по направлению к своему острову. В полете у Хань Ли было совершенно обычное выражение лица, однако на губах у него была легкая насмешка. Только сейчас он все понял. Независимо от того, было ли это результатом махинаций секты нефритового облака или эксцентриков зарождающейся души, не было смысла слишком много размышлять над вопросом о дьяволе насекомых. Это было связано с тем, что благодаря этой странной ситуации его первоначальный план длительного, уединенного совершенствования стал еще более выгодным. Это действительно позволит ему избежать как скрытых, так и грядущих опасностей в внешних звездных морях. И после того, как он увеличит свой уровень культивации, кто осмелится нападать на него с такой ужасающей репутацией? В мире культивации сила всегда была самым громким аргументом. Таким образом, Хань Ли слегка успокоился и смог спокойно продолжать свой путь. Тем временем в городе Черной скалы в тайной комнате двое людей странно переговаривались между собой. «Братцы, прошло уже 3 года. Твои методы неэффективны. Я не собираюсь тратить еще 8 лет на то, чтобы этот малыш попал к тебе на удочку». Раздался нетерпеливый голос. «Господин Даос-У не стоит спешить. Ты же просматриваешь город Черной скалы своим духовным чутьем день за днем. Если бы этот человек действительно появился в городе с маскировкой, он определенно не смог бы проскользнуть мимо глаз брата», спокойно проговорил человек хриплым и глубоким голосом. Первый человек, который говорил, был Цзень Инем, который многие годы никто не видел. Он говорил с бледным мужчиной средних лет с угрюмым выражением лица. Он явно выглядел недовольным. «ГМ. Неужели методы брата Ци настолько неэффективны, что целая секта нефритового облака не может найти одного культиватора на ранней стадии формирования ядра? Или вы намеренно его от меня скрываете?» Раздраженно проговорил Цзень Инь. «Ох, брат ошибается. Как я мог это сделать? Более того, у нашей секты тоже к ним глубокая вражда. Мы никогда не бросали его поиски». Владелец хриплого голоса был даосом среднего возраста в халате, расшитым белыми журавлями. Все его лицо было во флуоресцирующих морщинах, так что это создавало довольно внушительный вид. «Однако, господин У, мне очень любопытно. Что сделал этот юноша, чтобы даже вы рискнули покинуть город звездного неба и телепортироваться сюда? Конечно, вы можете сказать, что это потому, что он убил вашего внука, но я очень сомневаюсь в этом». Глава 528. Подводные камни. Когда Зенит Инь услышал, как даосский священник Ци обвиняет его в том, что он что-то скрывает, он внутренне выругался, хитрая старая лиса. Однако лицо никак не демонстрировало эти эмоции. Выражение Цзень Иня стало суровым, и он холодно сказал: «Брат Ци, я тебе об этом говорил, и не раз. И каждый раз я говорил тебе, что этот младший Хань предательски убил моего внука в небесном зале. Вот почему я должен захватить его живым, чтобы я смог усовершенствовать его душу». Даосский священник покачал головой и сказал: «Хе-хе. Брат уговорит это постоянно в течение последних 2 лет, и я этому верю. Однако, брат провел здесь очень долгое время, не желая возвращаться на свой глубокий Инь-острова и сражаться за коалицию звездопада. Неужели все это только ради отмщения за его внука?» Сказав это, даосский священник с таинственной улыбкой уставился на Цзень Иня и медленно продолжил: «Более того, помимо Цзень Иня, секта Тысячи Врат Просвещения тайно отправили своего старшего и еще 3 неизвестных культиваторов зарождающейся души в область внешних звездных морей, замаскировавшись под низкоранговых культиваторов. Интересно, почему наш остров невероятных глубин стал настолько привлекательным для высокоранговых культиваторов? И за последние 2 дня я получил информацию о том, что они ищут того же человека, что и ты, юношу по имени Хань. Брату, только не говори, что они тоже хотят отомстить за своих внуков». Сердце Цзень Иня дрогнуло, а его лицо стало мрачным, но он промолчал. Даосский священник увидел, что Цзень Инь затушевался, и спокойно продолжил убеждать его: «Брату, хватит продолжать так бесстыдно скрывать это. Независимо от того, какая великая тайна может принадлежать этому младшему Хань, поскольку так много культиваторов зарождающейся души знают об этом, нет никакого вреда в том, что и я узнаю. Если ты все расскажешь мне, это сработает в твоих же интересах. Более того, в нынешних морях, помимо моих собственных учеников, маскирующихся под дьявола насекомых, есть и другие культиваторы, которые также выдают себя за него в других местах. Понятно, что они только мешают нашей схеме». Зенитинь в конце концов ответил мрачным тоном: «Ха. Братцы, поскольку ты уже так много знаешь, значит, для тебя это больше не тайна.
Зачем ты спрашиваешь меня? Я убежден, что, даже если брат У не захочет сказать мне правду, я смогу выяснить настоящую причину, по которой ты ищешь этого Хань, к концу года. К тому времени об этом узнаю не только я, но и все вокруг. Я не хочу, чтобы дошло до этого. Разве не лучше теперь работать сообща? Даосский священник выложил все свои карты на стол, ничего не пытаясь скрыть. Цзень Инь колебался какое-то время. Опустив голову и немного побормотав про себя, он в конце концов вздохнул и горько улыбнулся священнику Даосу. «Дело не в том, что намеренно пытаюсь тебя обмануть. Но в качестве гарантии того, что секрет не будет разглашен, я вместе с несколькими другими культиваторами заключил пакт неразглашения на демонических сердцах. Но так как секта Тысячи Врат Просвещения отправила сюда своего старшего, то Ван Тиньмин нарушил этот пакт. Следовательно, мне больше незачем бояться раскрыть секрет». Даосский священник сердечно рассмеялся, услышав его: «Отлично». Брат У действительно беспокоился о пакте неразглашения на демонических сердцах. Никогда бы не подумал. Если бы пакт на демонических сердцах был действительно эффективен, большинство еретиков и культиваторов дьявольского Да уже были бы мертвы. Цзень Инь сказал беспомощным тоном: «Хотя меня не волнует пакт на демонических сердцах, и если слишком много людей узнают об этом, я боюсь, что выгоды не останется». Сказав это, его лицо застыло, и он продолжил говорить с помощью голосовой передачи. Даосский священник совершенно не волновала осторожность Цзень Иня. Но, услышав его слова, его выражение сильно изменилось, а в его глазах мелькнуло волнение. «То, что ты сказал, это правда. Этот предмет теперь в нашем мире». Голос даосского священника задрожал от волнения. Цзень Инь равнодушно ответил: «А с какой стати здесь собралось так много культиваторов зарождающейся души?» Хотя даосский священник был в восторге, он не мог не проворчать: «Верно. Кажется, брат У был прав, что скрывал это. Я восхищаюсь тобой за то, что так долго держал это в тайну, но если бы ты сказал мне об этом раньше, я бы, конечно, послал больше людей. Возможно, мы бы уже нашли этого мальца». Цзень Инь мрачно объяснил: «Легко сказать. Ты думаешь, я просто так стал бы разглашать эту информацию? Если бы я не скрывал эту информацию так тщательно, другие уже давно бы узнали обо всем. Даже сейчас я жалею, что сказал это. Чем меньше людей знает, тем лучше». Даосский священник кивнул головой и согласился, не задумываясь, слова брата У имеют смысл. «Если бы я знал об этом, я бы тоже не хотел делиться таким сокровищем с кем-то еще. Однако, похоже, теперь эту информацию уже не скрыть. Скоро и так все узнают об этом». На лице Цзень Иня появилась горечь при этих словах. «Хех. Брат У должен знать, что такие новости нельзя скрыть. Теперь мне стоит поговорить со своими учениками и отправить больше людей на поиски. Теперь мы будем на шаг впереди других в поисках этого мальца». Даосский священник встал и попрощался с волнением на лице. Цзень Инь не собирался останавливать его. Приподнявшись и кивнув ему, он просто наблюдал, как священник выходил из комнаты. Затем Цзень Инь снова опустился в кресло, а на его лице застыла горькая, неподвижная улыбка. С тех пор, как было произнесено слово «преимущество», даосский священник Ци стал более энергичным, в то время как Цзень Инь еще больше забеспокоился. Но казалось, рассказать священнику о небесном котле было правильное решение. Этот юноша Хань бежал в неизвестное место, не оставляя после себя никаких следов. Если бы Хань Ли не убил культиваторов секты Нефритового облака, Цзень Инь поверил бы, что Хань Ли успешно выполнил хитроумный план побега и фактически сбежал на другой остров. Но поскольку у него больше не было времени ждать, ему ничего не оставалось, кроме как получить поддержку только от местной власти, секты Нефритового облака. Это все, что он мог сделать сейчас. Цзень Инь задумался о преимуществах и недостатках этого альянса, а затем глубоко вздохнул, погрузившись в свои мысли. В другой части моря юноша в лазурной одежде презрительно смотрел на нескольких низкоранговых культиваторов с холодным выражением на лице. Над его головой пронесся рой золотисто-серебристых насекомых. «Дьявол насекомых!» — закричал кто-то из этих культиваторов. Юноша, услышав это, холодно усмехнулся и безмолвно направил на них свой рой, в результате чего облако насекомых тут же закрыло собой все небо. Хотя эти низкоранговые культиваторы сделали все возможное, чтобы защитить себя магическими сокровищами, насекомые облепили их тело в одно мгновение. Юноша собрал насекомых в свои сумки для хранения духовных животных и сказал: «Вы осмеливаетесь бороться за свою жизнь с помощью такого ничтожного уровня культивации». Затем он выбрал случайное направление и метнулся вдаль, превратившись в полоску лазурного света. Спустя мгновение белый свет вспыхнул откуда-то в воздухе, являя после себя культиватора на ранней стадии формирования ядра с бледным выражением на лице.
Он взглянул в ту сторону, куда улетел юноша. Стиснув зубы, он метнулся в противоположном направлении. Полмесяца спустя Ханли в конце концов вернулся на свой маленький остров в тумане. Хотя его не было там много лет, остров был таким же, каким он его оставил. Беспокойство, наконец, отлегло с его души. Несколько дней Ханли просто отдыхал в своей пещерной резиденции, а затем стал сортировать все свои материалы и ядра демонических зверей, которые он приобрел во время своего недавнего путешествия. Завершив все приготовления, он начал приготовление к созданию таблеток. 10 дней спустя, когда Ханли полностью отдохнул, он перенес все свои материалы в комнату для переплавки. Несколько лет назад, когда Ханли дорабатывал последние лекарственные таблетки в его пещерной резиденции в городе Звездного неба, он почувствовал, что он достиг узкого места в своих методах усовершенствования таблеток. Казалось, ему придется приложить немало усилий, прежде чем он сможет прорваться на более высокий уровень создания таблеток. Таким образом, Ханли не стал сразу перерабатывать ядра демонических зверей 6 и 7 ранга. Вместо этого он достал ядро демонического зверя 5 ранга. Хотя Ханли и знал, что не обладал особым талантом в создании таблеток, но его методы были не слишком далеки от того, что делал великий мастер. Однако, кто еще мог заниматься созданием таблеток из таких роскошных материалов? Поскольку создание таблеток в основном опирался на опыт и умения, Ханли решил сначала попрактиковаться на ядрах демонических зверей 5 ранга, чтобы узнать, сможет ли он прорваться через узкое место в методах создания таблеток. Таким образом, Ханли посмотрел на печь перед ним, взмахнул рукой, и ядро демонического зверя 5 ранга полетело в котел. В то же время котел отдалился от него. Глава 529. Незваные гости. Дверь в комнату для создания таблеток была запечатана в течение целых 3 лет, пока не открылась в один прекрасный день, когда оттуда вышел Ханли. Все его ценные ядра демонических зверей стали таблетками из ядер демонических зверей. Первые 2 года Ханли тренировался на создании таблеток из ядер демонических зверей 5 ранга. Хотя эти лекарственные таблетки не оказывали существенного влияния на его культивацию, даже одной таблетки хватало, чтобы культиватор заложения основа мог значительно продвинуться в своей культивации. После создания этих лекарственных таблеток методы создания таблеток Ханли вышли на более высокий уровень. В конце концов, даже истинные великие мастера создания таблеток не имели возможности в такой длительной практике с такими высокоранговыми материалами. Обычные мастера создания таблеток, возможно, за всю свою жизнь повидали не более 40 ядер демонических зверей. Но даже это было большой редкостью. Хотя методы создания таблеток имели свои различия, у всех них было нечто общее, что Ханли смог уловить. После создания огромного количества высокоранговых лекарственных таблеток Ханли смог качнуть свою технику до уровня, который был немного выше, чем у великого мастера создания таблеток. В результате это значительно увеличило шансы на успешное создание таблеток из ядер демонических зверей 6 и 7 ранга. Это было большой радостью для Ханли. После того, как Ханли закончил обрабатывать все свои демонические ядра, он отдыхал целый месяц. В этом месяце Ханли много времени проводил со своими насекомыми, изучая различия между его трехцветными золотыми прожорливыми жуками и немутировавшими жуками. В создании таблеток он то и дело чередовал с созданием марионеток и кормлением радужной травой 2 его групп жуков. Однако внезапно Ханли обнаружил нечто ужасное. Хотя трехцветные золотые прожорливые жуки и поедали радужную траву, она не оказывала на них никаких эффектов. Сначала Ханли решил, что это произошло потому, что прошло слишком мало времени и что золотых прожорливых жуков было слишком много. Следовательно, эффекты радужной травы не могли быть слишком очевидны. Но при дальнейшем исследовании он специально отделил 300 мутировавших жуков и накормил их радужной травой, что привело к этому знаменательному открытию. Дальнейшая проверка эффектов радужной травы не привела ни к каким изменениям. Это довольно омрачило Ханли. Он понял, что больше не может использовать радужную траву, чтобы инициировать размножение мутировавших жуков. Хотя он не понимал непостижимых принципов, которые стояли за этим, он понял, что нельзя увеличить популяцию мутировавших жуков, поскольку они потеряли возможность к быстрому размножению. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как продолжить кормить радужной травой только обычных золотых прожорливых жуков. После многократного использования радужной травы, обычные жуки становились все более жестокими и прожорливыми, словно готовясь к размножению. После этого Ханли снова вступил в уединение с новой ясностью ума. С помощью готовых лекарственных таблеток всех видов Ханли планировал сначала достичь 8 уровня искусства владения лазурным мечом, а затем начать продвижение к средней стадии формирования ядра.
Сидя на соломенном коврике в запечатанной комнате, Ханли достал из мешка для хранения бутылку с лекарством и высыпал себе в руку красную лекарственную таблетку. Проглотив таблетку, Ханли почувствовал, как из его желудка выходит духовная сила. Затем он тихо пробормотал заклинание для 8-го слоя искусства владения лазурным мечом и медленно закрыл глаза. Ханли всецело погрузился в культивацию, не обращая внимания на время. Бесконечное употребление лекарственных таблеток и превращение лекарственной силы в духовную силу было чрезвычайно утомительной задачей. К счастью, Ханли был полностью увлечен своей культивацией и продолжал с нерушимой настойчивостью. Но даже с такой нерушимой настойчивостью он постепенно стал уставать. В мгновение ока пролетело 16 лет. В конечном итоге Ханли сумел прорваться через узкое место средней стадии формирования ядра и достиг 8-го уровня искусства владения лазурным мечом. Несмотря на взволнованное состояние, он не спешил покидать уединение, поскольку у него все еще было множество лекарственных таблеток. Естественно, что он хотел и их закончить. Следовательно, несмотря на то, что он только что прорвался к средней стадии формирования ядра, Ханли энергично успокоил свое сердце и сосредоточился на культивации 9-го уровня искусства владения лазурным мечом. 9-й уровень искусства владения лазурным мечом оказался намного сложнее, чем предыдущие слои. Времена года сменяли друг друга, год шел за годом, а комната для уединения все еще оставалась закрытой. Толстый слой пыли покрыл все в пещерной резиденции, она словно превратилась в древнюю гробницу, над мирным морем кружилась морская птица, изредка издавая резкий крик. Вся эта сцена навевала спокойствие. Но внезапно на горизонте вспыхнул яркий свет. Несколько полос лазурного и красного света направлялись в сторону морского тумана. Через мгновение силуэты уже можно было различить. Это была группа культиваторов, состоявшая из 3 женщин и 2 мужчин. Помимо мужчины среднего возраста, который был культиватор на ранней стадии заложения основ, все остальные были культиваторами стадии концентрации ЦИ. Все они были молодыми людьми в возрасте от 17 до 24 лет. Они летели в туман на полной скорости, периодически поглядывая назад, словно кто-то преследовал их. Задыхаясь, молодая женщина сказала: «Боевой дядя Сунь, давайте немного отдохнем в морском тумане. Если мы продолжим в том же духе, они нас догонят». У молодой женщины было круглое лицо и большие глаза, как у младенца. Хотя она была довольно симпатичной, сейчас вся она была покрыта потом, а лицо ее было таким бледным, как будто ее магическая сила была на грани истощения. Это мужчина средних лет сделал паузу и посмотрел на других 3 культиваторов стадии концентрации ЦИ. Хотя они выглядели немного лучше, они тоже были довольно уставшими. Он неохотно согласился: «Хорошо, мы отправимся в туман и восстановим нашу магическую силу. Но после мы сразу же покинем это место. Хотя мы находимся на большом расстоянии от них, они способны безжалостно преследовать нас, поэтому было бы лучше быть осторожным. Если им удастся обогнать нас, мы не выживем». Каждый из юношей вдохнул с облегчением, услышав это. Уровень их культивации было по-настоящему мелким. Способность летать здесь уже была на пределе их возможностей. Хотя они знали, что останавливаться было чрезвычайно опасно, они не поступить иначе. После этого группа направилась в морской туман. Как только группа влетела в туман, 20-летний юноша с надеждой сказал: «Морской туман здесь довольно плотный. Возможно, мы можем подождать здесь и скрыть себя от их преследования, даже не думая об этом. Хотя мы не знаем, когда они нас догонят, туман не скроет нас здесь от них. Нам стоит спуститься пониже и поискать какие-нибудь рифы для отдыха. Мы сможем восстановить нашу магическую силу быстрее, если мы приземлимся». Мужчина средних лет прямо отверг предложение юноши, в результате чего юноша покраснел и повесил голову. Остальные внимательно последовали за культиватором заложения основ, не осмеливаясь оставить его. Через мгновение девушка в желтой одежде внезапно закричала: «Эй! Здесь есть остров». Несмотря на вопль женщины, остров можно было разглядеть только после того, как они углубились в туман. Переглянувшись между собой, они были в смятении. Женщина в синей одежде проговорила со страхом в голосе: «Может быть, здесь есть какой-то демонический зверь». Мужчина средних лет немного поколебался, а затем решительно сказал: «Чему быть, того не миновать. Так что нет смысла думать об этом. Скорее, отправляемся на остров, чтобы восстановить свою магическую силу». Другие, услышав это, больше ничего не сказали и полетели на маленький остров. Приземлившись, мужчина среднего возраста высвободил свое духовное чутье и радостно сказал: «Спускаемся». Здесь много духовной ЦИ, направление, на которое он указывал, было единственным горным хребтом острова. Услышав это, настроение у остальных улучшилось. Затем мужчина средних лет провел их к этому хребту.
Если бы они смогли восстановить достаточное количество магической силы, они смогли бы избежать беды. Они, естественно, не собирались упускать этот шанс. Спустя короткое мгновение партия прибыла в зеленый горный хребет и опустилась на маленькую гору. Все они взяли в руки духовный камень и начали медитировать, поглощая плотную духовную ци поблизости. Глава 530. Секта Лазурного Призрака. В том месте, где группа культиваторов восстанавливала магическую силу, было совершенно тихо. В итоге все они понемногу расслабились. Время шло быстро. Через 2 часа группа восстановила большую часть своей магической силы, а цвет их лиц стал нормальным. Мужчина средних лет открыл глаза. Взглянув на остальных, он сказал: «Пора». «Мы не можем оставаться здесь дольше», — сказав это, он поднялся и встал на свой летающий магический инструмент. Хотя культиваторы стадии концентрации ци не хотели никуда уходить отсюда, им ничего не оставалось, они не осмеливались задержаться здесь. Они также быстро поднялись и улетели на своих магических инструментах. Но в этот момент на острове раздались громкие крики. Казалось, они доносились из плотного морского тумана. «Нехорошо!» — воскликнул пожилой культиватор. Его лицо тут же исказилось от ужаса, а лица остальных побледнели. Внезапно из плотного тумана вылетела крупная стая огромных серых птиц. Это были чудовищные, 3-метровые птицы с красными гребнями на голове, острыми когтями и клювом, тело которых испускали слабый лазурный свет. Они выглядели довольно пугающе и отвратительно. Вылетев из тумана, они не стали сразу же опускаться на остров. Вместо этого они немного покружили над островом и рассеялись, блокируя пути побега. Птицы оказались хорошо знакомы с маневрами отхода. Когда культиватор средних лет увидел это, его сердце ушло в пятки. «Бегите! Скорее, в лес! Бегите, пока еще можете сбежать». Мужчина средних лет, казалось, обладал большим опытом в сражении с демоническими животными типа птиц, поэтому он поспешно приказал другим бежать в лес. Поскольку все 4 были испуганы, они, не колеблясь, выполнили его приказы. В страхе их скорость вышла на новых уровней, и они в мгновение ока оказались в лесу. Однако внезапно произошло нечто удивительное. Как только все 5 углубились в лес метров на 10, перед их глазами вспыхнул зеленый свет. Как только они пришли в себя от ослепившей их вспышки, они были поражены, обнаружив, что лес бесследно исчез, заменившись на незнакомый горный хребет, испускавший невероятно плотную духовную ци. «Это иллюзорная формация!» — закричала женщина в синем. «Неужели здесь есть культиватор?» — сказал один из мужчин. Культиватор средних лет удивленно пробормотал: «Вполне возможно. Но в любом случае это наш шанс на выживание. Надеюсь, мы сможем использовать эту формацию, чтобы спастись от зубастого ястреба». После того, как культиватор средних лет сказал это, все они переместили свой взгляд внутрь иллюзорной формации. В этот момент злобные птицы внезапно потеряли из виду их, в результате чего они стали беспокойными. Они стали перекрикиваться между собой, а затем решили спуститься вниз. Выражение лица культиватора среднего возраста стало мрачным: «Нехорошо. Кажется, иллюзорная формация не действует на них. Скорее, поднимаемся в горы. Я чувствую ауру заклинаний. Возможно, именно там и есть культиватор». Сказав это, он метнулся в горы, превратившись в полоску лазурного света. Остальные культиваторы переглянулись между собой и последовали за ним с взволнованными выражениями на лицах. Пролетев небольшое расстояние, внезапно появился слой белого света, который заблокировал их путь. Когда мужчина средних лет увидел это, он обрадовался. Он тут же взмахнул рукой и вызвал талисман передачи звука. Пробормотав несколько слов, он бросил талисман, который превратился в полосу огня, мгновенно исчезнув в световом барьере. Другие в панике наблюдали за этим, не осмеливаясь прервать его. Спустя мгновение многие чудовищные птицы влетел в иллюзию. Они быстро обнаружили группу культиваторов и безумно направились к ним. Их крылья сверкали ярким голубым светом. Культиватор среднего возраста скривился и взглянул на белый светлый барьер за ними. Он стиснул зубы и пробормотал приказы культиваторам концентрации ци. Выражения лиц других культиваторов также стали мрачными. Но они решительно вытащили свои светящиеся магические инструменты, готовясь к атаке демонических зверей. Но как только птицы переместились в направлении культиваторов, произошло нечто неожиданное. Сотня разноцветных лучей внезапно вырвалась из белого светового барьера. Хотя лучи были толщиной с палец, каждый из них был несравненно резким. В следующее мгновение летящие птицы были изрешечены бесчисленным количеством лучей, которые разорвали их плоть на части.
Останки демонических зверей кровавым дождем посыпались на землю. Это группа культиваторов пришла в восторг от случившегося и тут же повернулась к световому барьеру. Какое-то время они были так потрясены, что потеряли дар речи. По ту сторону светового барьера перед ними появилось около дюжины огромных обезьян. Сначала они приняли их за демонических зверей и испугались, но вскоре они заметили нечто странное. Приглядевшись, они заметили, что огромные обезьяны все светились черным светом и на самом деле были механическими куклами. У всех кукол были подняты лапы, казалось, лучи света исходили именно из их лап. Это полностью ошеломило культиваторов. Вскоре после этого огромные обезьяны молча опустили лапы, сверкнули несколько раз и исчезли из поля зрения. Пока выражения группы культиваторов менялись от удивления, белый световой барьер мелькнул несколько раз, а затем открыл путь в 3 метра шириной. Когда они увидели это, они с тревогой переглянулись между собой. Голос человека медленно проговорил: «Я сейчас нахожусь в уединении, и мне неудобно встречаться с вами. Вы, господа даосы, можете отдохнуть за барьером перед уходом». Судя по его словам, казалось, что мастер создания заклинаний не имел ни малейшего намерения встретиться с ними. Большое спасибо за доброту старшего. Но поскольку вы убили демонических зверей, мы можем отдохнуть и снаружи. Мы не смеем снова отвлекать вас. Хотя культиватор средних лет не чувствовал злобы в голосе, он не осмеливался войти в формацию незнакомца. Таким образом, ему ничего не оставалось, кроме как набраться храбрости и отказаться от предложения, рискуя расстроить другую сторону. «Хе-хе, похоже, вы очень осторожны. Тогда не хотите ли вы мне рассказать о том, что случилось с вами? Почему вас преследует стая демонических зверей 2-го ранга?» Спокойный проговорил голос, раскрывая лишь небольшое любопытство. Лицо культиватора среднего возраста наконец расслабилось. Он торопливо ответил с почтительным тоном: «Я ученик секты Лазурного Призрака. Мы вышли в море, чтобы собрать несколько духовных лекарственных растений. По своей неосторожности мы потревожили этих демонических птиц, с тех пор они преследовали нас. Если бы вы не спасли нас бы ждала ужасная участь». После того, как культиватор проговорил это, в ответ не последовало ничего. Культиваторы напряглись. Культиватор средних лет опасался. Однако он не осмелился уходить и сумел сохранить спокойствие. После минуты молчания голос мужчины равнодушно сказал: «Вы все из секты Лазурного Призрака. Почему вас не сопровождают старейшины секты? Разве вы не знаете, что только тот, кто ищет смерти, рискнет выйти в море с таким низким уровнем культивации? Даже если в секте нет культиваторов формирования ядра, то демонические звери 2-го ранга не представляют большую угрозу для культиваторов поздней стадии заложения основ». После этого культиватор средних лет остановился на мгновение. Немного поколебавшись, он горько улыбнулся: «Старейшины, наша секта Лазурного Призрака очень маленькая. Хотя у нас когда-то был старейшина-культиватор формирования ядра, он погиб от потокового демонического зверя более 20 лет назад. Сейчас в нашей секте есть только культиваторы заложения основ, но и их немного». Когда мужчина средних лет думал о своем ответе, он беспокоился о том, что этот старший захочет напасть на них, узнав подробности их секты. Но подумав, он понял, что если бы этот человек хотел убить их, он мог бы сделать это с помощью своих кукол. В конце концов, уровень его культивации значительно превосходил их. Ему не нужно было тратить силы на такие длинные уловки. И если бы он решил скрыть какую-либо информацию от этого старшего, то он мог только разозлить старшего. Таким образом, культиватор среднего возраста пришел к решению и рискнул честно ответить. Он не верил, что у кто-нибудь возникнут злые намерения в отношении разрушенной секты, такой как его собственная. Потоковый демонический зверь. Как давно это произошло? Разве это имеет какое-то отношение к этим демоническим птицам? Голос у человека, похоже, стал тревожным. Когда мужчина средних лет услышал это, он был потрясен. Остальные также были удивлены.